Привет, с вами Царь Зверей. Не будем томить, и сегодня мы расскажем вам про нападение самых грозных птиц, а если быть точнее, великих и беспощадных орлов. Орел против лисы. На этой фотографии белоголовый орел пытается украсть добычу у молодой лисы. Сверху своими острыми когтями хищная птица держит кролика за тушку, а снизу лиса, которая пытается всеми зубами удержать еду. Беркут нападает на оленя. Раньше никто не документировал, чтобы орел нападал на оленя. Но все же группе туристов удалось запечатлеть эту охоту. Охотник сначала взлетает вверх, а затем резко разгоняется вниз и сбивает с ног бедного оленя, протаскивая его вперед на несколько метров. Беркуты обычно нападают на мелких животных, такие как кролики, гуси и рептилии. Но иногда, то ли от забавы, то ли с голоду, нападают на крупный скот. Орел против волков. Орел сражается с волком за право съесть объедки, выброшенные на землю. Похоже, что этой птице никто не страшен. У этого волка просто невероятная реакция, ведь он только что поймал летящего на полной скорости орла. Орел против спортсмена. Во время звучания гимна США зрители заметили, как орел пытается сесть на плечо Джеймсу Пэкстону. Баскетболист-красавчик, что не поддался панике. Я просто стоял и пытался не паниковать. Я не собирался бежать. Когда он впервые подлетел к моему лицу, я уклонился от него, но он попытался сесть на мое плечо. Полагаю, орел также был очень напуган, рассказал после игры спортсмен. Эту фотографию нам скинул наш подписчик, который утверждает, что сам сделал этот снимок. Мы, конечно, не верим, что это действительно так, но что скажете вы по этому поводу? Женщина спокойно гуляла со своим питомцем, как вдруг на нее напал орел. Птица не промахнулась и села прямо на голову своими острыми когтями. От ужасной боли женщина кричала, но защищала до последнего своего птичку. Но благо, что орел решил улететь без добычи. Орлы против кошек. Зачем за кем-то гнаться, стараться, если можно залезть прямо в гнездо? Этот орел так и поступил. Он пришел в дом котят и забрал себе одного бедняжку. Ладно, расслабьтесь. На самом деле орлы не питаются котятами. Они скорее полетят ловить рыбу, чем бегать за домашними питомцами. Нашим технологиям еще есть куда стремиться, ведь они проигрывают другим животным. Группа аналитиков измеряла уровень воды в озере, используя квадрокоптер. Вот только ему не суждено было вернуться обратно. Когда они закончили работу, на технику напал орел. Видимо, он спутал его с маленькой птичкой и оторвал ему одно из крыльев, из-за чего дрон упал прямо на дно озера Мичиган. Орел нападает на фотографов. Фотограф из путешествия привез не только сувениры, но и порезы с царапинами. Лиза сказала, что хотела сделать парочку красивых снимков, но из ниоткуда прилетели орлы, которые приземлились прямо на ее ноги. Своими острыми когтями они поцарапали ей все коленки, нанесли пару ударов клювом в челюсть и испортили одежду. Но фотограф не расстраивается и говорит, что теперь ей будет что рассказать своим детям и внукам. Орел против кенгуру. Кенгуру не ожидал атаки с неба и немного переволновался. Но все же он смог отпугнуть орла, правда, с третьей попытки, но тоже неплохо.
Клинохвостые орлы – одни из самых больших птиц Австралии. Их рост может достигать 1 метра, а вес от 4 до 5 килограмм. Кенгуру тоже не слабак. У взрослого самца длина тела 1,5 метра, а масса 85 килограмм. Орлы против орлов. Мужчина услышал странные шорохи на заднем дворе и решил проверить, что там происходит. Это был ужас. 2 больших орла дрались друг с другом и, видимо, упали с дерева. Но они были настолько злыми, что не хотели успокаиваться и еще несколько минут лежали на траве. Никто из них не додумался отпустить собрата и мирно разойтись. Как вы думаете, что общего между Дональдом Трампом и орлами? Правильно, они оба любят Америку. Президент, как ни в чем не бывало, приехал на фотосессию для журнала. Там он и познакомился со злой птичкой. Когда Трампу нужно было взять что-то со стола, орел решил подшутить над ним. Сам же Дональд не обижается на животное. Наоборот, ему понравился розыгрыш. Орлы против чаек. Невероятный снимок, на котором маленькая чайка нападает на орла, который явно больше нее в несколько раз. Оказывается, что так маленькая птичка хотела защитить своего друга от хищника. Огромный орел напал на группу чаек. Все произошло настолько быстро, что сначала никто и не заметил пропажу, но затем вся банда начала погоню за охотником. В итоге хищник остался без ужина, а семья никого не потеряла. Орел против гризли. Медведи намного больше орлов, и вторые стараются держаться от мишек подальше. Им попросту нет смысла атаковать их, но кто сказал, что таких драк не было? Орел воспользовался моментом, когда медвежонок засмотрелся на что-то и был неподвижен. Косолапому мишке повезло, что птица промахнулась и чуть не задела его глаз. Хорошо, что на этом все закончилось. Осьминог против орла. Работники рыбной фермы запечатлели невероятное. На их глазах шла жестокая борьба осьминога и орла. Они услышали визг, плеск воды и решили посмотреть, что там происходит. Увидев, как морской хищник почти проглотил птицу, рыбоводы вмешались и помогли орлу выбраться наружу. Пока осьминог думал, его добыча успела улететь. Всем спасибо за просмотр и смотрите наши предыдущие безумные выпуски.